Всем привет, с вами «Вертикальный вопрос», и мы сегодня в гостях у Марии Варшавской. Здравствуй, Мария. Привет. Давай начнем с того, кто такая Мария Варшавская. Это джиу-джитсу герл, спортсменка, фитоняшка, миссис черный пояс или мадам коричневый пояс. Блин, ни то и ни другое. Я стараюсь как бы все в себе совмещать, но фитоняшкой меня точно не назвать, но, по-моему, видно по мне, что я не совсем фитоняшка. Так что можно все вместе собрать. Я думаю, что так будет лучше. У тебя коричневый пояс, Да. по бразильской джиу-джитсу. Бразильская джиу-джитсу, да. Да, чем она по-бразильскому. отличается от обычной? Это можно отдельную лекцию провести. Я думаю, что Google всем подскажет. Но если кратко сказать, то есть традиционная джиу-джитсу, которая это вообще другая песня. Это все-таки с ударами, более такой классический стиль борьбы, совмещенный с ударкой. А бразильская джиу-джитсу – это исключительно борьба в партере. Если можно так сказать, вышли из дзюдо, но очень сильно преобразовались, да, потому что дзюдо – это борьба все-таки в стойке, больше броски, а у нас это непосредственно партер. Болевые, удушающие приемы и позиционная борьба. То есть мы боремся на позиции и занимаемся как спортом, да, спортивное единоборство. Вот если коротко. Как пришла идея вести Инстаграм и именно про тот вид спорта, которым ты сейчас занимаешься? Я вообще про Инстаграм это отдельная тема, потому что я начала это делать, когда это дело не было мейнстримом. Вот, потому что я была одна из немногих вообще в Инстаграм, кто начал заниматься джиу-джитсу, фоткать себя, делать селфи, выкладывать все это, и была популярна. Жаль, что я тогда не придумала какую-то тему, возможно, я бы была тоже сейчас блогером-миллионником, но я как-то не верила в это, а на моих глазах росли как бы люди, вот, и очень жалею, что я когда-то не зашла в этот поезд уходящий. То есть изначально это было как собственная личная забава? Да, я просто очень люблю фотографироваться, не стесняюсь, то есть все время себя снимаю, и мне это доставляло дикое удовольствие. И как-то вот начала развивать себя. Вот первое твое фото было опубликовано 18 июля 2012 года. Там закат в Нефтеюганске. Да. Ты из этого города? Ну да, я родилась там, не совсем в Нефтеюганске, еще более, как сказать правильно, красиво, еще дальше, то есть недалеко от Нефтеюганска, это Тюменская область, Сибирь. Я там родилась, какое-то время росла, потом училась на Урале, потом опять вернулась на север, там познакомилась с джиу-джитсу, а потом уже приехала в Москву. Я такая человек мира, то есть везде была, вот и уже здесь осела. Твои родители живут там же? Да, в Нефтеюганске? родители там, да. Как они относятся к тому, чем ты занимаешься, к твоему виду спорта? Ну, вообще не очень хорошо относятся по понятным причинам. Это травмоопасно, как бы не преподносили, да, бразильское джиу-джитсу, что это самый менее травмоопасный вид единоборств, бла-бла-бла. Это не так, далеко не так. Это очень травмоопасный вид спорта, и родители были против. Папа, мама вообще не понимали, что со мной произошло, почему я стала этим заниматься, и отговаривали. Но сейчас, уже привыкли, уже столько лет прошло, поэтому более-менее лояльно относятся к этому. Они поняли, что это моя жизнь, я без этого жить не могу, и поняли, как серьезно я это все воспринимаю. Просто приняли. Это как камин-аут. Просто принимаешь своего ребенка таким, какой он есть. Спасибо им за это. Да. Они просматривают твою ленту в Инстаграм, смотрят твои Да, публикации? смотрят. Да. Зарегистрированы? Да, к сожалению, да. Почему, к сожалению? Потому что иногда хочется что-то где-то обругаться. Мы все люди, а приходится себя сдерживать, потому что не хочется, конечно, чтобы родители краснели. То есть твой Инстаграм — это все равно какие-то рамки, потому что... Да, конечно, рамки, и не только поэтому. Как-то раз я выложила пост, написала там, очень грубые маты в шуточной форме, и мне написали в директ несколько человек, что на меня подписана моя дочь, вашу страницу смотрят, а вы ругаетесь. И мне так как-то не по себе стало, я почувствовала себя ответственной за это. Хотя это неправильно, потому что это их дети, и я как бы веду свою страничку, и что хочу, то ворочу, да, то есть это они должны быть идолом для своих детей, да, а не кто-то другой. И должны дети брать с них пример.
по идее. Но мне не по себе стало, и я поняла, что все-таки нужно себя как-то более-менее сдерживать хотя бы в ругательствах. А вообще вот возрастная категория твоего инстаграма, это сколько примерно лет? Это, сейчас скажу, это где-то 20-35. Это мужчины преимущественно, естественно. Вот. Девушки вообще очень мало интересуются. И, конечно, у меня далеко не российская аудитория. То есть это больше Бразилия, США, Мексика, Пуэрто-Рико. Это прям вот преобладающая аудитория, да, потому что, опять же, спорт молодой. И я себя исключительно преподношу как джиу-джитсу, да, человек, даже не только атлет. И интересуется этим мало в России. Хотелось бы эти рамки раздвинуть, конечно. Надеюсь, у меня получится. Я твое первое фото с тренировки увидела 15 июня 2013 года, пост. А когда ты пришла вообще сама в этот спорт и как это произошло? Блин, с возрастом память ухудшается, но точно скажу, что я просто пошла заниматься в зал. Был кроссфит у ребят, и я как-то познакомилась с людьми, которые уже занимались джиу-джитсу. И они мне просто предложили, сказали, попробуй. Я пришла на тренировку посмотреть. Это для меня был какой-то ужас. Я увидела нечто подобное между порно и единоборствами, потому что я видела, как борется парень с девушкой, у нее была грудь такая большая. И, в общем, это все вот так вот шевелилось, она ему садилась на лицо, там, я, в общем, все вот так смотрела и такая, what the fuck? Я просто говорю, я туда вообще никогда, вы издеваетесь надо мной? Я просто плюнула и ушла. На этом не закончилось все. Дальше мы поехали в Сургут, приезжал один из, тогда уже коричневый пояс был, русских ребят, проводили семинар, я просто поехала в гости. И тогда тоже была в шоке, потому что он ко мне подошел, говорит, а ты что, не в кимоно? Не буду называть его имя, кстати. Вот. Я говорю, да как-то не хотелось, не очень-то и хотелось. А он говорит, ты что, это так классно. Лег передо мной, я сидела вот так же, он лег передо мной, прям ноги вот так раскрыл и говорит, это open guard. Я такая, окей. Потом своим ребятам сказала, что за фрики, что за бред, что это вообще? Ну, в общем, опять на этом не закончилось. Дальше мне подарили кимоно. С этого все и началось. Кстати, кимоно – это вещь вообще. Вот, принесли такое красивое, в цветочках, они разные бывают. Беленькое такое все. Я его надела и почувствовала себя Зеной, королевой воинов. Вот реально я встала такая, ни хрена себе, какая крутая. Пошла на тренировку, попробовала, и все. И с тех пор у меня началась болезнь под названием бразильское джиу-джитсу. Я больше никогда не бросила. Первое время я вообще занималась 7 дней в неделю, 24/7. У меня съехала крыша вообще в край. Я купила все, что связано с экипировкой, с одеждой, там, я не знаю. На мне все кричало о том, чем я занимаюсь. Вот. И я начала тренироваться, полюбила это дело, начала узнавать звезд, да, существующих, про соревнования какие-то узнавать. Таким образом я себя просто влюбила в это. Вот то так. есть, получается, ты сама пришла в этот спорт, никто тебя не приводил туда? Нет, меня не приводили, но я так, понимаете, не скажу, что сама пришла. Так получилось, что обстоятельства меня связали с людьми, которые это делали. И, конечно, я бы никогда в жизни не узнала об этом сама. То есть это настолько специфически, настолько это узкая направленность. Я вообще, кстати, не знаю, как девушки приходят в единоборство. Что должно с ней случиться, чтобы она захотела пойти, чтобы ее ломали, больно ей делали, я не знаю, мазохистка какая-нибудь, больная, озабоченная, я не знаю что. Вот, потому что это настолько, повторюсь, специфически, настолько это сложно, и настолько нужно много времени, чтобы у тебя что-то получалось, и ты вник в это, что не все хотят тратить такое время, и проще пойти в зал, там качаться или просто фитнесом заниматься. Сейчас масса, да, всего, сейчас модно спортом заниматься. Поэтому нет, сама не скажу, что сама. Обстоятельства. Просто так получилось. А если бы у тебя была дочь, ты бы ее отдала на единоборство, на джиу-джитсу? Да, отдала бы, определенно отдала. Это огромный плюс. Даже если человек не будет, да, суперспортсменом, тренером, не знаю, это может быть хобби, потому что это один из немногих видов спорта, который позволяет
себе быть хобби. То есть можно быть бухгалтером, юристом, домохозяйкой, не знаю, там, кем угодно, и в то же время ходить на тренировки, надевать кимоно. И это очень практикуется в Америке, в Европе. Это очень круто. Есть специальный проект. Раньше был Эрин Херли, его вела. Назывался он «I do jiu-jitsu». То есть там человек, была идея такая фотки, человек на одной стороне, да, коллажа, кем он работает, а на другой в кимоно. Это круто, потому что там были реаниматологи, не знаю, юристы, педагоги, просто мамочки. Это супер, это вообще так классно, когда ты понимаешь, что в одном месте на тренировке собираются люди, которые в жизни вообще никогда не должны были столкнуться. Вот у нас на тренировке и балбесы, и юрист, и предприниматель, и богач, и просто все вот так вот в одной куче в кимоно. Это, блин, классно. Это как культура. Это очень смешно. Я иногда думаю, блин, как вообще мы все вместе тут оказались? Это классно осознавать. Да, это очень круто. Да. Как ты вообще считаешь, штамп в паспорте это важно? Да, для меня важно. Ну, потому что это упрощает многие вещи. Начнем с этого. Живя в нашей стране, как бы и визы, и еще что-то, и поездки, то есть и какие-то социальные. А чисто если брать морально, ну да, для девушки это важно, я не буду скрывать. То есть я вообще классическая девушка. То есть мне важно быть там замужем, семья там и все такое. Вот я какая-то, у меня воспитание еще СССРовское. Правильно. То есть я как бы не считаю, что нормально жить вместе там 200 лет, не быть женатыми. Это, ну, для меня это как-то далеко. Поэтому да, я считаю, что это важно по всем канонам. Девушки и парни в джиу-джитсу это прям север и юг, это разные вещи. То есть женскому джиу-джитсу еще пока далеко до такого уровня, хотя уже выправляется ситуация. Все это связано с тем, что слишком мало девушек. То есть очень медленно идет прогресс, потому что мало девочек занимаются. Даже на соревнованиях, там, на чемпионате мира, вот в категории, в которой я борюсь, 3 девушки было в весовой. Но это разве конкуренция? Нет, я понимаю, что это еще надо выиграть, это тяжело, там каждая схватка, это вообще очень тяжело. Но это все равно мало, когда у парней там по 15, по 20 человек. То есть, чтобы дойти до золота, это надо вырубить там, я не знаю, 7 машин огромных таких, да, которые еще пытаются тебя тоже убить причем. 22 января 2017 года ты писала, что вырвала зубами 3-е место, и соперница это был была полный тяжелее пиздец. тебя. Извиняюсь, надеюсь, вы запикаете. Да. И что соперница была тяжелее тебя на 40 килограмм. Да. Как это возможно? У вас разная весовая категория была? Да, начнем с того, что я как бы изначально не должна быть в этой категории, из-за того, что я, не знаю, не хватает мне дисциплины, не хватает какого-то, не знаю чего, ленивая, может быть. Я не могу никак сделать вес. Точнее, не могу, не хочу. То есть я просто, мне однажды поняла, что мне как-то комфортно с большими бороться, что я себя чувствую шустрее, мне как-то легче, они быстрее устают. Но на самом деле это плохо, потому что все мои травмы пришлись именно вот на то время, когда я боролась с большими девочками. Вот. И я пошла просто в максимальную категорию. Мне надо было сделать вес, мне надо было меньше там на 10 быть, а я не стала. И пошла вот в категорию, где нет предела. То есть там категория 80+. И ты можешь выйти даже там на 150-килограммовую. Так у меня было несколько лет назад. У тебя 81, может быть, а у нее 150? Да. Так и было примерно. У меня там было 84 где-то, а у нее было вот 143 килограмма. А сейчас ты в какой категории будешь? В этой же, но сейчас я уже решила, что если я не сделаю, я себе прям поставила такой дедлайн. Если я не сделаю к Европе, то я просто не еду. Потому что хватит уже ломаться. Уже надо со своими, как бы, хотя бы с таким же весом, как у меня, бороться. Вот. А это был, да, это был трэш, потому что я не могла ее, там у нас есть такая позиция, когда, просто обычным языком скажу, обхватываешь вот так ногами человека, а он внутри твоих ног, это называется закрытый гард, там closed guard. И я поняла, что я не могу, у меня не соприкасаются ноги, потому что она огромная просто была. И у меня так болели приводящие, потому что это непривычно. Вот, очень было тяжело, и да, зубами, потому что, тогда еще синий пояс был, это, то есть, тоже новичок все равно. И прям очень тяжелая была схватка. Схватка была 6 минут, и она была полностью вся.
И я просто поняла, что я не сдамся. И в один прекрасный момент, вот да, мне получилось перевернуть ее, занять самую лучшую позицию, и все хорошо оказалось. Это была лучшая, да, победа, несмотря на то, что я дальше в выходе за финал проиграла гречанке. Хорошо проиграла, девочка поймала меня там на болевой, вот, но я была очень счастлива, потому что я сделала максимум. И я вообще тогда отработала на все свои возможности. Очень важно, иногда не важно взять золото, иногда важно отбороться очень хорошо и быть собой довольным, потому что ты выходишь против человека, и неважно, как ты готов, да, там, какой ты для себя готовый, потому что не только, да, технические аспекты у нас важны, а как ты спал, что ты ел, не болел ли и так далее. У девочек еще и, ну, сами понимаете, что, вот, поэтому... Очень важно, много аспектов. Если он лучше тебя выспался на часик, или он просто, я не знаю, чуть-чуть лучше тебя в чем-то, все, неважно, как ты готов, хоть ты на 200% готов. Важно понимать, соревнуясь, да, то есть я это понимаю и всегда хочу одного, быть довольной собой. То есть иногда как бы это золото, у меня есть золотые медали, которыми я вообще не горжусь, которые я вообще как бы даже даже не смотрю на них, потому что, ну, это как бы так, не очень, вот, так. 18 января 2018 года пишешь, что ты проиграла второе Что место. я там писала, вообще уже не помню. Пишешь, что проиграла то, что на втором месте Ага. не реализовалось. И ты пишешь, что ты испытывала страх перед соперницей. Очень сильный страх Часто испытывала. страх испытываешь? Постоянно. Не боится только придурок, вот честно. Я всегда боюсь, всегда волнуюсь, всегда боюсь, и меня всегда трясет, как осиновый лист, хотя выхожу не первый раз. И просто, опять же, это все из-за весовой категории. Я просто, когда увидела в разминочной зоне ее, я не знаю, блин, прости меня, Господи, но это просто, это была жесть. Я не знаю, сколько она весила тогда, это просто, это больше, чем вот та, с которой я... Больше 40 килограмм. Больше, вот, что, я не знаю, сколько там было. И Розалис, ее так зовут, наверное. Если, ну ладно, короче, наверное, надеюсь, что ее так и зовут еще. Я смотрю так на нее, а я еще не знала, что мне с ней бороться. И я такая говорю, блин, по-любому моя. И точно нас зовут, меня вот так вот просто. Главное, ну там есть такая позиция, называется хафгард, это когда одну ногу своими двумя держишь и внизу лежишь. Главное, в хафгард не иди. И что вы думаете, я сделала? Конечно, хафгард! Блин, ну это просто, ну вот что со мной случилось? Настолько у меня отключился мозг, я не знаю, что это было. Мне так было за это стыдно, это был ужас. Не то, что я проиграла, а вот именно за то, что я сделала такую ошибку. Вот. И да, я проиграла. Вообще... Ты, получается, не проиграла, ты заняла все же третье место. Да, но там такая система. Там такая система, что смотря сколько человек. Если вас очень мало, даже несмотря на проигрыш, ты встаешь на пьедестал. Да, там есть такая тема, что можешь просто выйти, жестко продуть и такой с медалькой. Ха-ха. Вот. 19 ноября 2017 года ты пишешь, что это была худшая схватка в твоей жизни. Ты была не готова. Почему ты поехала, если ты была не готова? А вы знаете, потому что чемпионат Европы – это очень важное событие вообще в мире джиу-джитсу. Это очень крупный чемпионат, он идет 6 дней. В этом году я вообще не знаю, сколько он будет идти, может, еще и 8 дней будет идти. И туда не поехать, ну это просто преступление. Нужно ехать, ну вот в любом случае. Хотя многие со мной не согласятся, я знаю. Но я просто посчитала своим долгом выйти и сделать все, что я могу. Вот. Ну, конечно, нужно было подойти посерьезнее к этому. Я знаю, что была моя ошибка большая в плане, как бы, опять же, и категории, и подготовки недостаточно я тренировалась. Но ты туда ехала, ты уже заведомо знала, что ты плохо подготовлена. Ну нет, я как бы верила в себя, потому что невозможно идти и не верить, да. То есть нет, я верила в себя, я знала, что технически я могу все, а вот к физической форме больше было вопросов. Вот. Но тут никогда не бывает идеально, поэтому все равно я знала, что я могу. Просто обстоятельства получились такие. А вот все поездки, все туры, куда вы ездите, это оплачивается государством? Какое государство? Бразильское джиу-джитсу не входит в реестр видов спорта в России.
это аэробика в кимоно, поэтому нет. Это исключительно коммерческие турниры, все сами, зарабатываем, едем, боремся. То есть, ну, это вложение в самого себя. То есть это очень важно для тех, кто хочет свою жизнь связать, ездить на хотя бы значимые турниры. Я уже не говорю, да, там, о каких-то более мелких турнирах. Вот, поэтому это очень важно. Просто мы это понимаем, это опыт, во-первых, во-вторых, это каждое соревнование это больше, чем там тренировочный месяц, ну реально, потому что только там ты узнаешь, чего ты стоишь. Джиу-джитсу без соревнований это вообще не джиу-джитсу. На тренировке можно такое делать, такие фишки, финты, забарывать там всех в зале, а на соревнованиях выйдет и все. Потому что такие условия, как там, никак не смоделировать в зале. Там человек выходит тебя убивать, просто убивать. И если у тебя там получится сделать свою технику, еще что-то, то тогда да, тогда ты понимаешь, блин, это реально работает. Вот только так ты поймешь. К сожалению, так. Или к счастью. В каких странах ты уже была на соревнованиях, турнирах? Очень во многих. На самом деле, я даже не знаю, как-то попыталась записать себе в телефон. Вроде у меня получилось. Ну, можем попробовать посчитать. Давай, по пальцам. Италия, Испания, Португалия, Лондон. Англия. Англия, да. Что еще? Ну, просто в них я была уже по нескольку раз, в этих всех странах. Даже сейчас так не вспомню. Венгрия, Абу-Даби, да много. Ну, короче... Более 5 стран. Да, мы более. 6 только насчитали и еще не помним половину. Да, ну это надо прямо открывать. Я же борец, еще и блондинка, все плохо. Скажи, а вот там дела вот именно с бразильской джиу-джитсу лучше обстоят? Да, намного лучше, конечно. Но опять же, смотря где. В Европе, вот, допустим, вообще есть некоторые места, где гораздо хуже, да, там, чем в Москве. Допустим, если взять Бразилию, Америку, то это Америка. Америка вообще, там, особенно Калифорния, там просто на каждом углу лучшие залы. Это вообще мечта, я очень мечтаю туда поехать, потренироваться, пожить там месяцы, выйти на чемпионат мира. Там. Это просто, ну, самая такая огромная, наверное, цель, что касается джиу-джитсу. Ну, вот. А так, да, там более развито. Ну, естественно, у них уже это было тогда, когда мы еще реально тут не знали, что это такое. У нас в России молодой вид спорта. А как ты думаешь, почему он еще не входит в государственный реестр? Да хоть бы и не входило вообще, честно. Да простит меня опять же. Вот. Но просто у нас в России любят все вот обюрократить, я так скажу. Мне это не нравится, начинается вот лезть вот это вот, ну, хочется сказать, в залупу, извиняюсь. Ну, правда, начинают вот это вот правила какие-то, еще что-то, начинают вот это вот подковырки какие-то, туда не выйти, там не выйти, 1000 бумажек. Мне это вообще не подходит. Я лучше буду заниматься аэробикой в кимоно. Да. И лучше буду свои деньги платить и ездить сама, вот, чем мне вот это вот все не надо. Как пришла идея открыть тренажерный зал? Да, я его и не открывала, собственно. Я здесь работаю, у меня друзья, исключительно все занимаются джиу-джитсу. Директор, собственно говоря, тоже черный пояс, Миша Погодин. Просто ребята решили делиться своими, так сказать, знаниями, появилась возможность, и вот так вот и получилось как-то само. Ну, я вообще давно работаю в этой сфере, то есть я не только, да, там, тренирую, но я еще и работаю с клиентами в этой сфере, работаю с СММ в этой сфере, не знаю, контент-менеджер, как угодно. То есть я все, что связано, видео, фото, все это делаю. Вот. Пока группу не набирала себе, но вот сейчас планирую. Я просто ждала, честно, я считаю, что группы должен вести черный или коричневый пояс, это минимум в наше время. Когда когда-то начинали, да, там ввели и синие пояса, и пурпурные, но сейчас уже очень много черных коричневых поясов, и лучше бы, чтобы вел опытный человек. Поэтому я тоже сама в себе думала, что вот я еще чуть-чуть, и, ну, сейчас чувствую, что я готова и делиться, и готова помогать, и готова не просто показывать технику, а еще очень много теории, очень много таких, как сказать, бразильцы вообще очень такие мнительные люди. У них много, знаете, там всяких фишек. Вот на поясе черный кармашек. Это значит, что на каждом поясе есть кусочек черного пояса. Ну, понимаете, о чем я? То есть много философии. Это же единоборство.
И нужно рассказывать, как себя вести. Ну, то есть это прям курс целый по теории можно еще рассказывать. Поэтому чувствую, что я готова. Я уверена в себе сейчас. Поэтому нужно, мне кажется, делать что-то, когда ты уже знаешь, что ты можешь что-то действительно дать людям. Тем более опыт от поездок, от всего, от знакомств, от людей, которых я вокруг видела, он накапливается и несет с собой какую-то информацию. Ну, а пока ты ведешь индивидуальные тренировки, да? Да, бывает индивидуальные, бывает помогаю, то есть очень часто люблю помогать ребятам объяснять, подсказываю что-то, меня что-то спрашивают. Я как мама тут, я прям чувствую, когда они ко мне подходят, что-то такое спрашивают, как подготовиться, как сделать это, как вот то. То есть я прям такая, как мамка. Самые младшие, сколько им лет, которые к вам ходят? Ну, у нас вообще группа адалты, да, ну, взрослые. А младшие есть ребята 15-16 лет. А край? Нет края. Ну, самый взрослый у вас? Самый взрослый у нас, ну, наверное, 47. Но это далеко не предел. То есть это просто в России так. Поэтому надеемся, что и дедушки с бабушками будут заниматься. А ты сама со скольки, получается, лет? Ну, я с 22, там почти в 23, да. А есть вот предел, допустим, вот как и дают спортсменов с 5-6 лет, вот ты пришла заниматься в 22. Это поздно считается? Поздно, это очень поздно, да. Но это не оправдание. Я знаю спортсменов, чемпионов мира, которые начинали тоже в 20, в 22. Есть такая очень классная чемпионка мира Клаудия Фернандо Довал, бразильянка. Она тоже начала в 22. И она просто, ну, она талантливая, у нее очень уникальное джиу-джитсу, не всем дано это, к сожалению. И она вот лупится просто вдоль и поперек там на соревнованиях, и одна из лучших, у нее самые лучшие техники, поэтому это все как бы очень индивидуально. Если ты не особо талантлив, и ты это понимаешь, да, что ты ничем не отличается, тогда просто нужно пахать очень много. Вот. А если талант, то да, это круто, повезло. Знаешь, я подсчитала хронологию между твоими поясами. Да, почти 2 года в каждом. Да, почти 2 года в Это каждом. нормально, это нормально. Но ты помнишь ощущение, получается, сразу после белого идет синий пояс? Да. Помнишь свое ощущение, когда ты после белого получаешь синий? Помню, это было не самое лучшее ощущение, знаете почему? Потому что я знала, что я его получу в тот день. Это так себе, потому что у нас был день аттестационный, и я купила сама себе пояс, можно так сказать. Ну, то есть я знала, что это мой пояс будет, и поэтому не было какой-то эйфории. Но я ждала, первый пояс всегда круто. Ну да, после белого. Да. Ну, я повторюсь, это было такое ощущение, как будто раздавали пояса, и я поймала свой вот так в воздухе. А вот пурпурный, это был самый лучший. Это вот на подиуме мне его повязали вот Лусио Родригес Лагарта. Это бразилец, под которым мы выступаем. Вот, и я вообще не ожидала, потому что я стала 3-й тогда. И я думала, ну если я возьму золото, по-любому получу. А так я уже забила, я такая счастливая была, мне хватало, да, там, результата моего. И на подиуме неожиданно дали. Я была очень рада, и это было очень круто. Я там вся, опять же, слезами умылась там. Это 19 января 2017 Да, года. это был лучший поезд, да, в моей жизни. А то есть мог быть такой момент, что тебе могли его и не дать? Могли, да? свободно, да. Это исключительное желание тренера и его личное отношение ко мне, да. То есть он посчитал, что я достойна, и сделал это. Он имеет право. Получается, коричневый ты получила в 2019. Да, я его получила прямо перед Европой, такая подстава. Вот. Опять же, они решили, что мне надо ехать уже по коричневым. И я вот 28, по-моему, декабря, что-то такое, получила вот коричневый пояс, да. Но это тоже я хотела уже перейти на другой уровень и хотела пробовать бороться с ногами. У нас болевые на ноги разрешены с коричневого пояса. Вот, и мне хотелось уже начать чего-то больше. Вот. Поэтому это все вовремя, все происходит тогда, когда надо. И я была готова к этому. То есть... У тебя есть травмы. Да. Травмы колена, ноги. Это как-то мешает спорту? Конечно, мешает, вообще безусловно. Но у меня сейчас такие хорошие врачи и физиотерапевты, и тренеры, что я справляюсь пока. Сейчас самая серьезная травма у меня – это разрыв задней крестообразной связки в колене. Это вообще очень серьезная травма.
Почему я не прооперировалась? Потому что восстановление год. Если рвется передняя крестообразная связка, после операции там полгода. Если бы полгода, я бы уже давно. Но пока вот меня, кстати, смотрел очень крутой врач Королев, это внук Королева космонавта. Мне очень повезло оказаться у него на консультации, и он сказал, что пока вот у меня интенсивный режим, пока я соревнуюсь, можно не делать, если не мешает. Но я обязательно хожу в зал 2 раза в неделю, то есть именно кач такой жесткий, делаю всевозможные там тяги, чтобы у меня мышцы все в тонусе были, бицепс бедра, то есть передняя, задняя поверхность, чтобы у меня мышцы все время держали поломанное колено. Это прям необходимость, это как лечение. Но мне и нравится, конечно. Получается, ты подвергаешь свой организм риску все равно. Да, блин, понятное дело. Но Жить вообще опасно. какая цель? Ради чего ты это делаешь? Во-первых, я кайфую от этого. Это моя жизнь. Я не представляю себе без этого. Я сказала, даже если мне ногу отрежут, я все равно буду ходить. Цель, я бы хотела в идеале преподавать. Я бы хотела группу девочек, женщин. Я бы хотела это превратить в больше даже, знаете, не профессиональный спорт для них, а как аэробика, как самооборона, часть самообороны, как веселье, как то, где они могут похудеть, потому что в джиу-джитсу, несмотря на то, что я так выгляжу, я просто жру много, можно очень сильно похудеть, если ты следишь за питанием, потому что питание это все-таки 80% твоего тела. Там задействованы все группы мышц, кор, ноги, руки, все работает. И тем, кто задается цель, очень хорошо удается и похудеть, и поддерживать себя в форме. Плюс это не скучно. То есть, представляете, вот с помощью вашей там отворота я могу вас просто вырубить, не применяя особо сил. Классно? Без отворота, я думаю, тоже. Нет, просто имею в виду без ударов, без всего, то есть просто вы уснете спокойненько себе тут вон там на диванчике. Это же круто, просто для девушки, которая там маленькая, худенькая, сказать ей, я тебе сейчас покажу, а ты прикинь, ты сейчас задушишь кого-нибудь. Это классно, это весело, интересно, это и именно ментально меняют, добавляют уверенности в себе, даже если ты очень уверена в себе. Это прям такое. Плюс, когда ты путешествуешь почти по всему миру, есть залы, и ты можешь там заниматься, все это совмещать, новые знакомства. Это комьюнити очень большое. Ты приходишь, если ты скажешь, что ты занимаешься джиу-джитсу, тебя везде встречают, как, я не знаю, как бога, там, о, брат, все, пойдем, я тебя накормлю, там, все, тебе дам, все хорошо. Так что это целая культура. Скажи, а как ты относишься именно к феминизму в этом виде спорта? Ужасно. Я вообще к феминизму ужасно отношусь. Просто ужасно. Я вообще не понимаю феминисток. Просто что они делают? Зачем, простите меня, феминистки? Но это бред. Я не понимаю вообще никак. И в этом виде спорта особенно, потому что девушки, которые хотят чуть больше, чем просто фитнес, они должны тренироваться с парнями, они должны бороться с парнями, потому что у мужчин настолько выше техника, сейчас уровень понимания джиу-джитсу, реакция, все, тестостерон, понимаете, он вообще решает много, и поэтому с мужчинами обязательно надо тренироваться, если ты феминистка, естественно, это невозможно. Плюс, я знаю, что в России многие девушки, кто этим занимаются, прям хаят так мужиков, там говорят, что они там такие-сякие, что они хуже борются, там все, такой бред вообще просто. Поедьте на соревнования, на любые, посмотрите просто схватки, и вы поймете, что женскому джиу-джитсу настолько далеко еще до мужского, что коричневые, черные пояса девушки борются, как соревновательные пурпурные пояса мужчины. То есть это настолько так, что, говорить об этом. Феминистки это вообще то есть, по-твоему, женщины... Пересядь, там с, как там было, Рибок. С лица. Мужского, там одобрено на мужское лицо, что-то такое. Не будем рекламировать Рибок. Потеря вообще просто. Я когда это увидела, я так сидела и думаю, куда вообще мы катимся? Феминизму нет. Вообще всем каким-либо кардинальным и резким движением я говорю нет. Я за всех. Я Чтобы за всех и против всех. Да, типа того. То есть,
все должно быть как-то не из крайности в крайность. Ну, в моей жизни точно. Ну вот как ты думаешь, допустим, женщина, которая в одной категории с мужчиной и также с одинаковым цветом пояса, может составить равную партию? Может, но очень редко, очень редко. Если ему сказать, борись только на технику. Вот если не применять в ход свой тестостерон, да, и силу, да, то возможно, опять же, есть такие девушки, которые прям, ну, очень уникальные. У них борьба такая динамическая, мужская, стиль такой, знаете, потому что девушки все равно по-другому борются. Но это, опять же, я все-таки, ну вот лично мое мнение, что, наверное, больше нет, чем да. То есть все равно, если дать задачу просто, извиняюсь, разъебать, то просто без шансов вообще, там просто как барабан вот так будет стучать. Вот. Поэтому нет, пока нет. Допустим, девушка, которая будет ходить на джиу-джитсу, у нее физическая подготовка и совсем не подготовленный мужчина, она его завалит? Да. То есть это Я для так делала. самообороны прям вот самое. Ну да, это может быть. Ну в зале, да, на улице, конечно, я думаю, что нет. Применить джиу-джитсу на улице, мне кажется, это полный бред, потому что это все-таки спорт. Но я знаю, что в Европе, в Америке есть прям классы самообороны, то есть это называется джиу-джитсу self-defense. Это немножко другая тема, то есть они там это изучают именно, ну я в это не верю, честно скажу. Я считаю, что это классный маркетинговый ход, но это никак не панацея. То есть лучше бежать, лучше вообще не попадать в такие ситуации. Поэтому я лично считаю, что джиу-джитсу можно, да, изучать как самооборону. Видите, я сама себе противоречу, просто биполярное расстройство. Но не надо это принимать как панацею. То есть надо понимать, что в принципе можно, да, но лучше не надо. Лучше воспринимать как спорт и как некую, знаете, комьюнити. То есть, чтобы то место, куда ты приходишь, тренируешься, общаешься, знакомишься с новыми людьми, да, там что-то новое узнаешь, путешествуешь в этом, да, соревнуешься. То есть я вот как-то за такое. Все-таки самозащита, это, ну, мне кажется, против ножа, против мужика сильного. Что девушка сделает? Да вряд ли что-то сделает. Бывают, конечно. А девушки навалять там? Ну, Бывший да, какой-нибудь. ну, лучше не надо, себе дороже будет. Поэтому я как бы все-таки больше за спорт. Я это воспринимаю как спорт. 10 мая 2018 года ты написала большой пост о том, что многие спортсмены хотели бросить на пике своей карьеры этот вид спорта. У тебя когда-нибудь возникало такое? Вообще никогда. Никогда. Многие, да, я знаю топовых там атлетов, которые бросали прям на год, там больше. Не знаю, с чем это связано. Просто спортсмены, да, как и творческие люди, такие ранимые люди, и у них бывают прям срывы такие, когда ты, да, там тренируешься, тем более они, да, на таком уровне, да, там тренируются по 2-3 раза в день, это изо дня в день, это рутина, это тяжело, это больно. Ну, в общем, это такие серьезные претерпевания. И крыша едет просто. Бывает такое. Хочется все прям встать, взять, выкинуть, бросить и уйти. У меня не было, потому что я не настолько убиваюсь. То есть я больше сейчас этим занимаюсь, ну я не знаю, как это назвать. Я и не профессионал, и не любитель. То есть у меня какое-то нечто среднее. Вот, потому что для любителя я слишком много занимаюсь, а для профессионала маловато. То есть это я прекрасно понимаю. Поэтому, наверное, у меня не было такого состояния, а я уверена, что у тех, кто профессионалы, бывает. Даже вот знаю, что у тех, кого я знаю, ребят, такое тоже случалось. А ты готова, допустим, бросить спорт ради семьи, чтобы, допустим, осесть дома? Такой бред, вот честно, знаете почему? Потому что вот это вот бросить что-то ради чего-то. Мне кажется, ничего не имеет большого значения, если тебе нужно что-то бросать. Серьезно. Ни в коем случае. И я считаю, что отношения, семья, не знаю, еще что-то, все можно совместить. Все. Если у тебя есть желание, если у людей, которые тебя окружают, есть к тебе любовь, чувства, и они готовы тебя поддержать во всем. То есть и не нужно ничего бросать.
всегда можно найти компромисс, всегда можно, да, может где-то уменьшить, да, сократить что-то. Естественно, я понимаю, что когда у меня будет там ребенок, мне придется, просто придется, ну потому что, блин, ну а как? То есть ты какой-то период времени, что ты понимаешь, что ты можешь вылететь из спорта. Конечно, так когда я ты вылечу, беременная, да. Просто вопрос в другом, хватит ли потом сил встать опять. Потому что время идет, время это самый такой драгоценный ресурс, потому что этот спорт развивается динамически очень, и если ты выбываешь на какое-то время, то ты потом просто, ну, очень тяжело вернуться. Тем более, опять же, когда тебе там, мне уже скоро 30 лет, и это как бы такой возраст, когда уже, в принципе, закат карьеры, ну так, грубо говоря. У нас считается элита, это черные пояса, adult это до 30 лет. То есть формально. Но если ты можешь, да, там тебе 35, и ты можешь выступать среди молодых, пожалуйста. Но все равно элита это молодые. То есть это прям вот топ называется. Поэтому, конечно, потом уже видно, даже, знаете, когда у мужиков, они там борются, видно, что вот он, вот звезда, ему там 35, и его уже молодые на пятки наступают. Скорость не та, уже все не то, мозг не тот. То есть это прям вот, ну, это физика, это ничего с этим не сделаешь, это факт. Поэтому, как бы, да, время не на нашей стороне. И из-за этого, но, повторюсь, опять же, всегда можно совместить, всегда можно все равно выйти соревноваться, всегда, а кто знает, может, еще лучше будет. То есть нужно просто пробовать, беречь себя по максимуму и делать то, что тебе нравится. Вот. Расскажи про свое питание. Ты придерживаешься какому-то строгому питанию, Просто диете? потеря. Ешь всё Это подряд? самая больная тема, мне кажется, которую вы могли затронуть. Да ничего я не придерживаюсь, мне за это жутко стыдно перед собой, в первую очередь. Потому что надо бы. Питание это все. Но я как бы не пью, не курю, у меня нет каких-то там зависимостей, я не игроман. Ну, то есть у каждого человека, мне кажется, есть какая-то вот внутри червоточинка, которой он просто, ну вот, поддается. Ну, мне так кажется, может, конечно, есть святые люди, вот, но я не такая. Я люблю еду, да. Я просто как-то в последние вот несколько лет набрала очень сильно, потому что просто как-то нашла в еде какое-то, я не знаю, развлечение и все. Не понимаю, как это случилось. Мне кажется, вот с переездом в Москву открыла для себя... Кстати, в Москве одни из лучших, мне кажется, вообще ресторанов, питания. Причем в любой зайдешь, примерно вот будет вкусно, потому что я путешествую много, и там все намного хуже с едой, чем в Москве. А здесь прям народ избалованный, все, пожалуйста, рестораны. И меня это очень сильно подкупило. То есть я не готовлю дома, да, но надо исправляться. И очень часто мы там заказали, поели, после тренировки очень хочется съесть слона, и ты приезжаешь, и ты такой, все вот это вот, идешь спать, и все это вот сюда. И хоть сколько ты спортом занимайся, понимаете, хоть там что, жир-то он никуда не денется. Поэтому я говорю, что питание ужасно. Я несколько раз пробовала и худела, вот, но потом опять сорвалась, то есть это прям такое. Это просто мотивация внутренняя, это мои как бы тараканы, то есть это не кто-то в чем-то там виноват или я там, у меня не получается, нет такого, просто это мой выбор. Я выбрала быть как бы жирной, вот и все. То есть поэтому, ну это факт, понимаете, я как бы реалист, я люблю, когда все по-честному, то есть я не буду врать и говорить, что ой, я просто вот такая вот крупненькая, нет, я просто жирная, это факт. Но при этом надо полагать, что, наверное, все-таки большую массу у тебя мышцы занимают. Сейчас да, но над ними нависает слой как бы не очень приятной массы. Прослойка. Да, такая защита своеобразная, как у кунг-фу панды, знаете, чтобы отскакивала сразу человек. На самом деле я люблю над этим смеяться и не чувствую себя как бы в этом плане плохо. Наоборот, мне кажется, что я себе сильно нравлюсь, поэтому не могу вот как-то похудеть. То есть мне не кажется, что я там выгляжу стрёмно как-то. Вот, я себя очень люблю, и это тоже мешает. Потому что человеку, которому не нравится что-то в себе, он же это меняет, правильно? Ну, как правило. Вот, если у него там все в порядке с головой. А у меня вот как-то вот я чувствую себя красивой, мне нравится все. Но тяжело, да. Сейчас вот мне осталось скинуть, в принципе, я сейчас в процессе, мне осталось скинуть, буквально там 5 килограмм.
То есть это не так страшно Для весовой уже. какой-то Да, категории, да? для вот той категории, которую я хочу. И я вот в этот раз я думаю, что у меня точно получится. Потому что я как-то более спокойно к этому отнеслась и не отношусь к этому как к диете прям. То есть я, в принципе, ем нормально, но создаю себе некий там дефицит, да, то есть калорий. То есть это очень важно. Считать, понимать. В принципе, я об этом много уже прочитала и знаю, и вокруг у меня все люди спортсмены, они все понимают. Это несложно. Просто нужно взять и сделать, как говорится. Вот. И не поддаваться, так сказать, искушениям, потому что я очень люблю сладкое и могу его есть тоннами, там, вот, поэтому просто главное целью задаться. Вот. Так считаю. А алкоголь полностью исключен? Полностью я вообще не пью. И не потому, что это вредно, и у меня ЗОЖ. Нет, потому что просто мне невкусно. Ну, я не понимаю. Не понимаешь. Да, мне не по кайфу, мне не нравится это состояние. Я не понимаю вообще, что со мной происходит. У меня потом болит голова. И вообще, это неприятная тема. То есть, но не осуждаю людей, которые там пьют хороший алкоголь или там встречаются с друзьями и выпивают. У меня тоже много там знакомых, кто выпивает в компании, и ничего такого в этом нет. Просто ты не любишь? Да, просто не моя тема, вот, не мое. А используешь ли ты какой-нибудь допинг перед соревнованием? Нет, никогда, вообще никогда. Если бы использовала, опять же, по мне бы было немножко видно, наверное. Ну, просто допинг, я вообще боюсь, честно. Я очень боюсь всех каких-то препаратов непонятных, тем более у нас в России вообще вся вот эта вот фарма-тема, она не очень хорошо развита, и не так, как в Америке, когда там могут все это очень грамотно сделать. Вот. И, ну, это, это нелегально вообще-то, ну, как бы это не совсем cool, вот, поэтому кто-то делает, да, на высоком уровне делают, в Америке, в Европе это вообще нормально. Когда у одного спортсмена спросили, слушай, что ты любишь, да, там из этих, как их там, ну, мы спрашивали там про БЦА, про протеин, там, что ты принимаешь там такое, он говорит, да, тестостерон, там, еще что-то, мы такие, может, мы не так ему сказали, ну, по-английски, вот, а для них это нормально, понимаете, для них вот это, у них культ тела, они живут в теплых странах, они там круглые сутки ходят в шортах и в майках, в купальниках, и для них важно выглядеть в Майами, я там не была, конечно, но очень много рассказывают, что там вообще все ходят красивые, все там накачанные, с прессом, а у нас тут, конечно, к зиме надо подкопить немножечко в такой холод-то вообще. Вот. Это культура тоже. Это тоже культура и тоже именно вот менталитет. У нас такого просто нет. Мы просто другие, мне так кажется. Вот. Тема материнства в твоей жизни сейчас какую роль играет? На самом деле больная немножко тема, потому что, я хочу быть мамой. Хочу. И я знаю, что я готова. В принципе, возраст уже подходит. Но немножко страшно, чем ты старше, тем больше мыслей, как я справлюсь, я там свои носки не могу найти порой. То есть, совсем вот не приспособленная я какая-то в этом плане. И страшно. А потом, наверное, неспроста женщина 9 месяцев носит в животе плод. Да, то есть, наверное, что-то происходит. И я все-таки сама надеюсь, что, я смогу это сделать. Поэтому думаю, что этот период настанет в свое время, опять же, да, там. Хотела бы вот через годик где-то так примерно. Вот, давай после черного пояса. Да, вот я тоже хотела какой-то, даже не черный пояс, когда там самоцель, а именно вот выиграть. Я хочу Европу выиграть, я хочу все-таки это сделать. Я хочу стать первой девушкой в России, кто выиграет чемпионат Европы по коричневым поясам. Такой нет. Такой не было. Нет. Поэтому занимали призовые, но по коричневым никто. Поэтому я бы хотела стать ей и, как знаете, такая некая точка отсчета для новых достижений в моей какой-то карьере. Вот. Поэтому придется потрудиться. Слушай, а вот ты работала в туристическом агентстве? Да, работала. Сейчас уже не работаешь. Сейчас полностью ты отдана залу. Да. А здесь тоже работала в Москве? Да, в Москве работала, но недолго. И это был кошмар, сущий кошмар. Это просто здесь в Москве относятся к сфере обслуживания, к обслуживающему персоналу, как к, я не знаю, планктону, как к людям, которых вообще не стоит уважать. Я с таким потрясением столкнулась, когда приехала с севера работать. Я просто в шоке была. Я плакала там, я не знаю, каждый день, наверное, потому что
люди здесь очень жестокие. Здесь всем вообще плевать. Он может сидеть 2 часа, меня выпытывать про поездки, я ему там рассказываю, а потом просто встать и сказать: окей, спасибо. Зайти вот так через дверь в другое агентство и сказать: ну я все знаю, давайте мне путевку и скидку в 20%, потому что я уже знаю все. Тут юзают просто людей. Я не знаю, я вот с этим столкнулась, и мы северные люди, другие у нас, знаете, мы все открытые, добрые, у нас тут нет такого. Города маленькие, если ты там себя так поведешь, то тебя просто там, ну, никто к тебе не придет больше. Тебя там все будут знать как, ну, чмо последнее, грубо говоря. Вот. Поэтому я столкнулась с этим и поняла, что я не готова с этим мириться и чувствовать так себя. И ушла, и слава богу, что ушла. И все, и потом вот в спорт, и все в спорте, все, что связано. Пост 19 января 2019 года. Ты стоишь там с медалькой, и, значит, подпись «I paid for this». Ну, то есть я заплатила за это. Да, что это вообще... означает? Я так и не поняла. Да, я реально за нее заплатила. Сейчас скажу, да. Я ее купила. Вообще регистрация просто стоит денег, причем нормальных. Там $100, и когда уже регистрируешься на последние дни, там то ли 135, что-то такое. И так получилось, что эта медалька, у меня не было никого в категории, я сразу просто пошла, забрала медаль и пошла в абсолютку. Ну, то есть она пустая, то есть пустышка. По сути, я чемпионка Европы, да, но без соперника. То есть это тоже такая, знаете, отдельная тема, потому что у нас такое часто случается. Опять же, конкуренция маленькая. Получается, ты становишься или как? Что? Ты автоматом становишься? Да, автоматом. Из-за неявки никого. Опять же, вот одна чемпионка тоже говорила, что это тоже медаль, это тоже заслуга, потому что ты готовилась, ты ехала, ты заявилась, ты заплатила, ты пришла. А есть люди, да, там остальные, кто вообще этого не сделал, то есть, как бы, по идее, это их проблемы, а не твои. То есть ты-то был готов выйти и драться за нее, да, а они нет, то есть, поэтому надо тоже их считать. Но я эти медали не считаю свои заслуги, то есть они у меня не в списке моих достижений. Поэтому, ну, я так считаю. И мне кажется, это справедливо. Вот. Ну, я прикололась, выложила просто фоточку. Она, кстати, зашла, у меня там на ней неплохое количество лайков. Я вообще офигела, как бы тогда я думаю, блин. Ну. А как вообще с коррупцией в этом спорте? Да никак, у нас нет коррупции. Но на самом деле я не видела ее. То есть нельзя купить место? Нет, нельзя. Нет. Более того, даже если ты купишь себе, пойдешь черный пояс, можно, да, мне все говорят, ой, приходят новички, говорят, а когда я получу пояс? Я говорю, ну иди купи, иди вон в магаз, да купи, что? Какая разница, хоть какой, хоть красный купи. У нас просто, когда ты выйдешь на татами, все понятно станет, какой ты пояс, что ты умеешь. Поэтому у нас тут особо, знаете, нет такого. А соревнования тем более, это открытый турнир, туда там заявляются все, федерация огромная. Единственное, бывало, да, что судьи в основном бразильцы, и, ну, видела я такое, что они там, да, подсуживают своим. Но сейчас меньше, сейчас такого редко очень такое замечаю, поэтому они все-таки, с ними стало все пожестче, и судьи квалифицированные, им самим ни к чему такое, поэтому, в принципе, нет никакой такой. Это, блин, контактный вид спорта, это все, это невозможно купить, мне кажется, ну, то есть это как-то так. Для меня это вот не укладывается. А ты чемпионка России? Нет. Ты чемпионка Европы? Я чемпионка Moscow International Open. Это открытый чемпионат Москвы, если касаемо России. Это было очень давно. Вот чемпионка Москвы. А много вообще вот девушек из России ездит на соревнования? Вообще мало. Просто по пальцам одной руки можно пересчитать. Ну, во-первых, это действительно дорого. Действительно. То есть, ну, сами подумайте, в Европу на несколько дней снять отель, еда, перелет, плюс как бы взнос на турнир. Ну, то есть это такие серьезные деньги. Не у всех есть возможность, правда. Но у многих, кого я знаю, она есть, а они этого не делают. Вот это для меня странно. А почему, как ты думаешь? Ну, многим страшно, не каждый готов соревноваться. То есть это все-таки, ну, представьте себе, вот вы выйдете на соревновательные, да, там татами, куча народу, вот судья, человек вот такой стоит, готовый уже разорвать тебя в клочья, и ты такой...
То есть как бы многие горят, то есть именно горят, не готовы. Но я борюсь с собой в этом плане, потому что мне тоже страшно, я тоже такой психологически, мне очень тяжело настроиться всегда, но мне не нравится, что я боюсь, и я это делаю, понимаете, как вот клин клином вышибает. Типа ты боишься, да, темноты, вот заходи в темное помещение и стой там, пока Кондратий не хватит тебя. Поэтому я думаю, что со страхами надо именно так бороться. Я боюсь, правда боюсь. И я выхожу, чтобы не бояться. Вот. Почему девушкам нужно заниматься джиу-джитсу? Блин, да, вот еще одна причина, по которой я согласилась, да, на интервью, это я бы хотела, чтобы узнали обо мне, в частности, и о том, что можно прийти, можно заниматься. Почему стоит заняться? Потому что это тебя изменит. И причем неважно, какой ты был человек, успешный, веселый, там, грустный, печальный, у тебя все плохо в жизни или все хорошо, это тебя изменит. Перемены — это всегда к лучшему. Даже, повторюсь, несмотря на то, что ты там созревший человек, целостно, спокойный, хороший, там, успешный. Что-то новое в жизни всегда круто. Плюс спорт — это полезно, несмотря на то, что это единоборство, если заниматься 3 раза в неделю, в принципе, можно избежать, да, каких-то там травм вообще, ну, грубо говоря, если случайно не прилетит, но случайно можно выйти, вот сейчас упасть, как бы, ну, сами понимаете. Поэтому крутой фитнес, морально, вот, блин, я считаю, что женщинам вообще стоит заниматься единоборствами, потому что мы более эмоциональны, чем мужчины. И более вот в голове вот всякое говна всякого до хрена, то есть у мужиков вот прямой мозг, то есть они вот, все, а у нас там, я что, если туда, что, если вот так, а он что-то сказал, он что-то сделал, и ты весь вся вот такая вот всю эту неделю, на работе тебя все достали, дети орут, дома, блин, ну, в общем, вот это все, от этого надо отвлекаться. Джиу-джитсу – это потрясающий способ. Вот я вот отвечаю, вот приходите, пробная тренировка бесплатная, я объясняю, показываю интро-класс, и просто понять, что может это каждый. Немножко неправильно еще единоборство продают в России, показывая, что, блин, там крутые ролики снимают, как все могут, другие люди смотрят, такие, блин, нет, там профессионалы. Нет, это может делать каждая, вообще каждая. Для эмоциональной разгрузки, для того, чтобы ты пришла, оставила все свои нервы, эмоции, не пилила мужу мозг, это очень важно в семейных отношениях, пришла, оставила все на татами, поборолась с бабами, вырвала им пару клоков волос. Вот. Пришла домой спокойная, одухотворенная, вообще никаких эмоций, никакого нервяка. Это реально работает, это работает. Дети спокойны, мама счастливая, еще и мама там всех своих детей потом приведет в зал. Поэтому, блин, это просто в первую очередь даже больше эмоционально круто. Это очень круто. Это лучше, чем все тренинги, вся эта хрень, которую впаривают девушкам с неуравновешенной психикой. А здесь как бы действительно ты тренируешь тело, ты тренируешь дух, ты развлекаешься, ты одновременно делаешь несколько дел. Это просто, как, знаете, как вырвать из реальности, в другую положить тебя, и ты просто обновляешься. Это на самом деле очень классно. Поэтому я всем рекомендую хотя бы попробовать, хотя бы. Просто многие даже не подозревают, какой у них потенциал. Многие даже не знают, на что они способны. В этом плане джиу-джитсу тоже раскроет это. Это удивительно. Я сама была в шоке, правда. Я такая же была. Я уже рассказала, как я вот так вот на все это смотрела, а потом меня просто за ноздри не вытянуть было с татами. Поэтому просто не бойтесь чего-то нового. Мне кажется, что не надо бояться. Если о чем-то услышали и заинтересовало, понимаете, важно, что вот ты увидела меня в кимоно, и ты поняла, что, блин, а что это такое? Это уже огромный звоночек такой, звонкий. Значит, надо попробовать. Если нет, нет. Как бы, да, тут каждому свое, как говорится. Вот. Но если заинтересовало, надо пробовать. Просто брать и пробовать. Это сейчас вот один из главных девизов в моей жизни. Не думать, а брать и пробовать. Просто возьми, попробуй. Вот и все. Поэтому я очень рекомендую. Спорт, эмоции, self-defense, тусовки, знакомства. Кстати, девушки, кто там не может найти себе мужика, это лучшее место. Ну, серьезно. Не пьют, не курят, спортсмены. Что еще надо? Приходишь, веселишься, находишь друзей. Если нужно больше, чем просто развлечение, конечно, нужно посерьезнее к этому отнестись будет. Кто-то, бывает такое, приходит и понимает, что, блин, я хочу соревноваться, я хочу из этого сделать свою жизнь.
тогда да, тогда уже совсем другой подход. Потому что профессиональные атлеты – это другая тема. Это не веселье, это не развлечение, это надо брать свою жопу в руки и пахать. Вот. Поэтому как бы тут каждый найдет свое. Вот почему я люблю джиу-джитсу? Потому что можно найти свое. Хочешь так – делай так. Хочешь профессионально – можешь профессионально. Хочешь просто как фитнесом заниматься – позволяет. И даже можно соревноваться при таком режиме. То есть это очень классное занятие, которое изменит жизнь к лучшему. Это точно. Девчонки, слышали? Да. Все срочно собрались и пришли на татами к Да, Марии. приходите, да, я буду рада. Можно назвать адрес в Москве. Да, проспект Вернадского, 105, корпус 4. Но я еще буду сейчас вести тренировки еще в одном зале. Об этом можно будет прочитать у меня в Инстаграм. Поэтому просто подписывайтесь на Марию. Да. Она вам все рассказывает про джиу-джитсу, про бразильскую джиу-джитсу. Бразильская, да. С вами был «Вертикальный вопрос». Всем спасибо, всем пока. Долго? Спасибо. Вообще круто.